Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, какой же будет этой неделе, для того, чтобы максимально продуктивно ее спланировать. И да, общая тенденция будет очень многозначны. Почему? Потому что у нас с полнолуния 31 мая включаются как раз-таки точные квадратуры Урана к кармическим узлам. То есть здесь начинает неопределенность работать интенсивнее. Но, однако, если вы умеете работать с энергиями Урана, то есть вы привыкли к качелям, к нестабильности, к неопределенности, то вам будет нормально. Сложнее всего эти периоды будут проживать близнецы первой декады, стрельцы первой декады, а также рыбы первой декады и девы первой декады. Почему? Потому что Уран делает квадратуру, либо же оппозицию, либо соединение к вашему Солнцу. И да, здесь таки нужно понимать, что это все к изменениям новой жизни, поэтому если вы взаимодействуете с людьми, которых я только что перечислила, то здесь всего лишь понимайте, необходимо двигаться вперед, как раньше уже не будет. Мы все любим как раньше. Я сама такой человек, традиционность все-таки, да, воспитана с нами с детства, но мир меняется, мы все это прекрасно видим, поэтому здесь движемся вперед, узнаем нечто новое, как мы можем применить свои навыки, силы. По большей части нам нужен наш такой внутренний моторчик движения вперед. И да, неделя с 1 по 7 июня, она будет такой неопределенной, если это так можно сказать, потому что Меркурий будет всю неделю в квадратуре с Нептуном, а это всегда история, когда нам сложно договориться, когда мы не видим важную информацию, когда мы не слышим информацию, когда нам кажется, что нас не слышат, нам кажется, мы в какой-то такой вакуумной ситуации. Здесь это прекрасно понимаете. Следующая неделя с 8 июня уже там Меркурий будет в квадратуре с Сатурном, поэтому здесь наоборот будет договориться гораздо легче, информация будет сложно, основательно, мощно ложиться. Обязательно бюрократично, нравится нам это, не нравится, но тем не менее будет вот такой разговор. И если говорить про всю неделю, то если же у вас какие-то важные, мощные и интересные переговоры, то самый лучший день для этого – это 1 июня, потому что Меркурий еще находится в знаке Близнецы, это его самое лучшее состояние и настроение. И здесь Меркурий еще не в квадратуре с Нептуном, он просто идет по своей обители, это можно так сказать. И здесь очень хорошо договориться, какие-то сложные дела, которые мы хотели быстро уладить. То есть получится все, можно так сказать, в легкости. Да? Получится быстро, комфортно, хорошо, вас услышат, вы донесете важную информацию, день хорош для переговоров 1 июня. Хоть у нас и Луна находится в знаке Стрельца и в соединении с Лилит 1 июня, но если мы не будем идти на поводу своих страхов, у нас получится очень даже хорошо решить ряд своих вопросов, связанных с нашим успехом, с нашими финансами, с нашим прорывом, можно это так сказать, с нашим образованием, ростом, развитием, карьерой. Поэтому не откладывайте дела на другие дни этой недели, особенно если вам нужно что-то такое интересное, важное для себя сказать, решить и уладить в один день. Понедельник просто потрясающий для этого день. Опять же, если мы переборем все свои страхи, Луна в Стрельце в соединении с Лилит, это когда нам максимально страшно, и мы думаем, что наши страхи – это вот самое важное, что есть на свете. Но опять же, на следующий день, 2 июня, у нас Луна уже будет в знаке Козерога,
никакого аспекта с Лилит. То есть мы будем полны заряда, профессионализма, нам захочется делать очень много дел, нам захочется все резко решать, но Луна у нас в оппозиции с Меркурием, который перешел в знак Рака. А это уже история, когда мы больше анализируем, когда мы больше чувствуем, когда наша интуиция работает как раз-таки. Поэтому со 2 по 7 июня лучше включать интуицию на максимум для того, чтобы понимать, наблюдать за людьми и понимать, в какой момент лучше включиться, где-то сказать, где-то промолчать. И да, при всем при этом у Луны в Козероге 2 июня потрясающие аспекты с кармическими узлами, с Марсом, поэтому здесь, конечно же, действуем, активность, продуктивность. Вообще вторник и среда очень хорошие продуктивные дни. Луна в Козероге, если вам хочется сделать очень много работы, пожалуйста, делайте. Что касается покупок и трат, если это не связано с какими-то образовательными историями, то очень хорошая история, например, приобретать недвижимость, что-то для себя, для дома, для комфорта, для уюта, потому что Венера соединяется у нас с Юпитером на этой неделе. Все это добро и счастье находится в знаке Рака, когда прекрасно можно расслабиться для дома, для себя, для любви, для комфорта, что-то такое важное купить, но опять будьте аккуратны в документах, потому что Луна в оппозиции с Меркурием, это еще и документы, просто там чеки о покупке, не какие-то такие важные бюрократические истории будут очень хорошо решаться и во вторник, и в среду, 2 и 3 июня в том числе. 3 июня Луна у нас также в знаке Козерог, в квадратуре с Сатурном, в оппозиции с Венерой, поэтому все-таки лучше покупки оставляйте на вторник. Прекрасные романтические дни тоже вторник. Заняться работой, продуктивностью, карьерой, продвижением, кому-то что-то сказать, в том числе отвоевать свой кусок заработка, в том числе вторник потрясающий день. Среда, не могу сказать, что плохой день, опять же, но если вы любите пребывать в рефлексии, то вам будет сложно. Потому что все-таки, если активная, продуктивная работа, тогда это вторник классный день. В среду уже идет сложное взаимодействие, например, с женщинами. Луна в оппозиции с Венерой. Здесь, конечно, лучше отложить какие-то такие девчачьи покупки женские, да. Здесь лучше всего контакт вести с мужчинами, договариваться получится проще гораздо, чем с женским полом. Поэтому здесь, конечно же, понимайте, Меркурий в квадратуре с Нептуном всю неделю со 2 по 7 июня будьте аккуратны, чтобы не стать жертвами мошенничества. Вот такая история. Не вкладывайте просто так свои деньги куда-то. Вот эта история, иллюзия, желание в легкости. Чутье свое подключайте, чутье. Не просто так говорю. Меркурий в знаке Рак. Нужно чувствовать, понимать и не просто анализировать. Иногда внутреннее вот это вот состояние, когда нам не просто кажется, что лучше в это не надо вкладываться. Поэтому здесь, конечно же, включите больше стабильности с учетом того, что Уран зашел в точные квадратуры к кармическим узлам. И здесь резкие истории будут происходить вообще не кстати. 4 июня, первая половина дня Луна в знаке Козерога, во вторую половину дня уже будет в знаке Водолея, когда захочется вот так все в легкости, бросить, свободы, ничего не решать. Первая половина дня, четверг, 4 июня, Луна в Козероге в оппозиции с Венерой, с Юпитером, поэтому здесь будьте аккуратны в спорах, скандалах, интригах. Захочется здесь вот всего такого быстро много, потому что Луна еще сходится в гармоничный аспект с Ураном, хочется вот такого ускорения, вложиться в какие-то новые, яркие, быстрые проекты онлайн, IT, образование в том числе, но эта тенденция продлится еще и на пятницу, 5 июня.
но будьте аккуратны здесь со своей репутацией. Луна в оппозиции с Юпитером, когда мы можем испортить репутацию. Не оскорбляйте женщин. Плохой день, четверг для этого, потому что Луна еще и в оппозиции с Венерой, и в оппозиции с Юпитером, потому что это может стать такой неприятной почвой для развития. Будьте экономны 4 июня, не тратьте деньги по пустякам, потому что можно здесь потратить не туда, куда нужно. Вот такая история. Луна в оппозиции с Юпитером, когда нам хочется тратить на прихоти. Вот 2 и 3 июня потрясающие дни. Хотите, покупки делайте, подарки делайте, хорошие такие дни. А вот уже вторая половина, даже я бы сказала, дня 3 июня и 4. Будьте аккуратны в своих тратах и в репутации. Опять же, 5 июня Луна перешла в знак Водолей, и уже весь день 5 июня она в соединении с Плутоном. На самом-то деле не могу сказать, что это плохой аспект, если вы занимаетесь работой, бизнесом, заработком денег, потому что особенно если это инфобизнес, если это образование, если это развитие, если это разработки, сфера математика, инженерия. То есть если вы создаете такое что-то глобальное, международное, в том числе хороший для этого день, для запуска каких-то больших мощных проектов. И вторая половина дня, 4 июня, я вам говорила, в четверг тоже хороший день для этого, потому что Луна переходит в знак Водолей и уже сходится в соединении с Плутоном. И пятница точно такой же день, но Луна уже только в гармоничных аспектах, не может быть, правда, агрессивная, потому что в квадратуре с Марсом, когда нам хочется сделать быстро, резко, спорить, ругаться, но опять же, Венера в гармоничном аспекте с Юпитером, никаких напряженных аспектов нет у нее. Прекрасно вам хочется что-то делать, делайте. Вкладывать в финансы тоже хороший день, опять же. Будьте аккуратны и защищены. Не идите у первых каких-то новостей на поводу, потому что здесь история очень размытая будет со 2 по 7 июня. Именно новостная повестка будет размытая, мы будем ошибаться. Меркурий в квадратуре с Нептуном. Вот такая история. Можно очень легко вложить, например, деньги в какую-то такую историю, особенно если нам кто-то где-то что-то сказал, и нам захотелось вот так вот быстро, интересно мы послушали и поверили. Вот такая история. Не надо этого делать. При всем при этом пятница хороший день для вложений в проекты, мощный, интересный онлайн-заработок, в том числе, если вы работаете через интернет, тоже хороший день. Луна в соединении с Плутоном, аспект может работать плохо в любовных отношениях, захочется ругаться, например, с женщиной, аспект можно поругаться с мамой, с любым лицом женского пола, такие внутренние ссоры, обиды, скандалы, которые очень долго внутри копились, и на этом фоне может разругаться еще такая большая, серьезная ссора. На самом-то деле в этом аспекте работают очень сильно инстинкты выживания, и если в голове своей разобраться, очень хороший аспект для роста, для такого скачка, понять, почему мы тормозим, почему наши отношения с мамой либо с женщинами не складываются, почему. То есть это не просто проблема у мужчин с женщинами, это проблема у женщин с женщинами. То есть почему у вас нет подруг, да, у кого нет подруг. То есть это такой момент, а что же мы делим на этом свете, когда мы все, в принципе, за одним сюда пришли. Конечно, многие пришли за разным, но суть одна – это за любовью. И вот этот момент такой разрушения внутренней любви. Вот над этим стоит подумать, и очень много должно в голове собраться тех самых мыслей, которые на самом-то деле должны быть гигантской почвой для развития, но мы тормозим, понимаете, разрушаем сами себя и свои личные связи, контакты. Потрясающий день. Пятница для того, чтобы развиваться, расти, строить бизнес, включаться в работу, в движение, ускоряться и ни в коем случае не тормозить, несмотря на то, что убывающий лунный цикл. 6 июня Луна у нас по-прежнему в знаке Водолея,
в квадратуре к Марсу уже расходится эта квадратура, поэтому первая половина дня может быть напряженной, но тем не менее Луна в гармоничном аспекте с Солнцем, и Солнце у нас становится в оппозицию с Лилит. И следующая неделя с 8 июня у нас Солнце будет в оппозиции с Лилит. А это не просто наши инстинкты, да, страхи наших инстинктов, это наше внешнее проявление, нам захочется спрятаться, скрыться, как-то побыть в тени от всех, чтобы нас не видели. И здесь такой другой глобальный момент, про который я буду говорить позже. И да, 6 июня суббота, хороший день встретиться с друзьями, с близкими, разбирайтесь в своих страхах, в своих волнениях, в своих переживаниях. День хорошо, чтобы отдохнуть, поиграть с близкими, встретиться. Хороший день такое обучение, образование, в том числе провести его на релаксе, в отдыхе, да, тогда получится очень хорошо. 7 июня, воскресенье, Луна переходит в знак Рыбы в соединении с северным кармическим узлом, становится в квадратуре с Ураном, и это такой прям мощный заряженный день, который открывает у нас следующую неделю. И следующая неделя у нас тоже будет непростой. И если говорить про 7 июня, то здесь захочется немножечко пострадать, немножечко попереживать. Очень большой эмоциональный фон будет здесь в воскресенье. Захочется все обнулить, все разрушить, начать сначала, переехать. Резко что-то такое большое, мощное, но уже распадается квадратура Меркурия с Нептуном, это хорошо, и Меркурий становится в квадратуру с Сатурном. То есть это решать какие-то бюрократические сложные неприятные дела, которые мы откладывали в долгий ящик, но тем не менее их сделать нужно. И следующая неделя с 8 июня она будет такой, поэтому если вы планировали какие-то сделки с недвижимостью, какие-то вопросы с финансами, которые идут через бюрократию, через документы, планируйте на неделю с 8 июня, будет получаться лучше. Там, например, подаваться на визу прекрасно, потому что у нас Меркурий идет в знаке Рак, но сходится ближе идет к соединению с Юпитером. 7 июня постарайтесь не уходить в депрессивные состояния, погуляйте, расслабьтесь, сходите в бассейн, не думайте о негативе, расслабляйтесь, не смотрите новости. И что? Поймите, что на следующий день, 8 июня, Луна будет в знаке Рыбы, в квадратуре, конечно же, с Солнцем, которое будет очень сильно чувствовать тоже панику, страх, волнение. Но тем не менее 9 июня все станет гораздо радужнее и интереснее. И вот когда Луна перейдет в знак Овна, отойдет от Нептуна в принципе, это будет с 10 июня, вот там мы включимся живчиками, мощными, яркими. Поэтому понимаете, на сколько дней не нужно уходить в какие-то сложные эмоциональные состояния. И нужно просто себя поднимать из вот этого эмоционального фона, двигаться вперед, развиваться, потому что кроме нас никто это не сделает, только мы управляем своей жизнью, и мы способны сделать все, что мы хотим. Если в нашей голове это есть, значит мы можем это сделать. Вот такая неделя, дорогие мои. Если у вас возникли вопросы, оставляйте комментарии к этому